Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы поговорим о духовных практиках на пути родных душ. Мы будем говорить, чем эти практики отличаются от всех остальных, в чем их особенность, как они действуют, какие дают результаты и кому они нужны и даже необходимы. Мы будем говорить о пути родных душ, мы будем говорить немного о кармических отношениях, о встрече с родственными душами и с близнецовыми половинками. Все эти три типа связи, они имеют общую группировку под названием «родные души». Когда мы говорим «родные души», мы имеем в виду кармических партнеров, родственных душ и близнецовые пламена. Какие есть духовные практики и в первом, и втором, и в третьем типе партнерства – мы будем сегодня об этом говорить достаточно подробно, так как на прошлом видео мы вам обещали об этом рассказать. Многие задумываются над вопросом, кто я есть, какое мое предназначение в жизни, какая миссия, которые я должен выполнить в этой жизни. И эти вопросы имеют прямое отношение к теме духовного пути. На эти вопросы человек может получить ответы только тогда, когда он уходит в глубину себя, когда он начинает контактировать со своей душой. И есть группа людей, мы называем таких людей с базой программой парного совершенствования. Эти люди могут обрести настоящий контакт со своей душой только тогда, когда встречают свою родную душу. Эти люди, они могут чувствовать полноту жизни, они могут чувствовать настоящие энергии на своем духовном пути только тогда, когда у них есть пара. Причем не обязательно, чтобы это был именно физический контакт, физическая близость, единство. Да, это может быть и удаленное общение. Важно отметить, что даже контакт на расстоянии, контакт душ, когда вы думаете об этом человеке, когда вы чувствуете его душу, вот этот контакт, это единство вызывает особенный тип энергии, который мы называем РД-энергия, энергия РД-поток. Конечно, не каждая пара, не любой мужчина и женщина могут заниматься такими духовными практиками на парном пути. Да? Это имеет отношение только к тем, кто встречает или хочет встретить свою родную душу. Еще раз подчеркнем в самом начале, что когда мы говорим «родную душу», мы имеем в виду, это может быть кармический партнер, ваша родственная душа, или это может быть ваша близнецовая половинка. Все эти три типа связи называются родные души. Для многих людей тема духовного пути, духовных практик, она не имеет никакого значения. Они рассматривают ее только как какую-то экзотику, как что-то странное, непонятное для себя, даже забавное. А для других людей эта тема духовного пути имеет самое важное значение в жизни. Только найдя свой духовный путь, такие люди чувствуют себя комфортно. Они чувствуют, что они нашли что-то очень важное, что-то очень ценное для себя. И у них внутри как будто бы все встает по своим местам, все встает по своим полочкам, когда они находят свой путь. Так вот, есть такие люди, у них базовая программа парного совершенствования,
которые могут найти свой путь только тогда, когда встречают свою родную душу. Именно для таких людей мы и делаем видео, для таких людей мы очень много рассказываем о специфике пути родных душ. И именно для таких людей существуют РД-практики, о которых мы сегодня будем рассказывать. Но часто бывает так, что прежде чем такой человек, у которого базовая программа парного совершенствования, прежде чем он найдет свой путь, он, как правило, пробует многие пути. Он пробует часто найти себя, найти свое предназначение во внешней жизни. Он может заниматься бизнесом, он может заниматься каким-то творчеством, он может заниматься карьерой, может заниматься массой вещей во внешней жизни, на самом деле пытаясь найти свою. Но вот наступает какой-то момент, когда он понимает, что во внешней жизни он ничего не смог найти, что так требовала, жаждала его душа. Такое часто бывает в возрасте 30-35 лет, иногда 40 лет. Это средний возраст, когда человек переживает определенные возрастные кризисы, когда у него вопрос духовной практики, вопрос поиска себя, своего высшего «я», он становится первостепенным, очень важным. И вот тогда человек начинает пробовать различные пути. Иногда он уходит в религию, в ту или иную. Это может быть традиционные религии, христианство, мусульманство, буддизм и так далее. Могут быть не совсем традиционные религиозные направления, какие-то ответвления. Он может пробовать изучать эзотерику, он может увлекаться психологией, может пробовать различные направления, но если у него базовая программа парного совершенствования, если ему на роду, так сказать, написано встретить свою родную душу, то во всех этих направлениях он не находит полного удовлетворения. Что-то находит, что-то получается, что-то он понимает, что-то пробует, что-то ему интересно, но по-настоящему удовлетворения не находит, и опять у него возникает вопрос: кто же я, где мой путь? И только когда он встречает свою родную душу, только тогда у него внутри раскрываются все двери, тогда у него внутри возникает, буквально ошеломительный ответ, что вот оно, это именно то, что искала, ждала, звала моя душа. Я не имею в виду, что это именно вот тот человек, которого вы встретите. Если вы встретили свою родную душу, значит, это именно тот человек, и он является полностью вашей судьбой, является полностью ответом на все ваши вопросы. Я говорю не о человеке. Я сейчас говорю о том, что когда вы встречаете свою родную душу, возникает взаимодействие энергий, феноменальное взаимодействие энергий, которое пробуждает вашу душу. Только найдя свою родную душу, некоторые люди действительно получают все или очень многие ответы на все свои вопросы. Вопросы предназначения, вопросы миссии в том числе, да, также находят именно тогда, когда встречают свою родную душу. Многие задаются вопросом, сколько родных душ мы в жизни можем встретить. Этот вопрос упирается еще в один вопрос. Что такое, кто такая родная душа? Родная душа – это может быть ваш кармический партнер, может быть ваша родственная душа и может быть ваша близнецовая половинка. Говоря о себе, я могу сказать, что у меня есть достаточно большой опыт взаимодействия и с кармическим партнером. У меня была встреча, и у меня есть очень большой опыт на этом пути с кармическим партнером. У меня есть опыт встречи с родственной душой, точнее это был РД-учитель. И, наконец, естественно, опыт с близнецовой половинкой, когда мы с Шанти встретились в 2019 году, то я ощутил совершенно невероятные энергии, которые нас объединили, и в то же время эти энергии были чем-то похожи на то, что у меня было с родственной душой. То есть я могу и на собственном опыте, и на опыте тех людей, с кем я работаю, кому я помогаю, кому мы помогаем на пути родных душ,
На основании этого опыта многолетнего мы можем говорить о том, что есть одно, второе и третье. Да? То есть родных душ вы можете встретить достаточно много. Нам известны случаи, когда нам рассказывали люди, что они встречали 7-8 родных душ своих, там были и кармическое партнерство, и были родственные души, прежде чем встретить свою близнецовую половинку. Есть случаи, когда человек сразу же встречает свою близнецовую половинку. Есть самые разнообразные случаи. Но тем не менее все эти случаи, они объединены как бы в одну группу, которую мы называем родные души. Почему? Потому что при каждой такой встрече вы чувствуете, что это какой-то совершенно особенный человек для вас. Вы чувствуете по отношению к нему особенную родственную связь, особое родство душ. Еще раз, конечно же, я подчеркну, отличаются кармические партнеры, родственные души и близнецовая половинка, очень отличаются, но тем не менее, вот это вот родство душ, оно действительно присутствует и в первом, и в втором, и во третьем случае. Поэтому своих родных душ вы можете встретить, конечно, достаточно много. И так как сейчас очень популярна, даже модна тема близнецовых пламен, нужно тут сказать, что очень часто происходит путаница в силу вот этой вот такой вот накрученной популярности, очень часто происходит путаница, когда люди значит, встречают своего кармического своего партнера и говорят, это моя близнецовая половинка, или встречают свою родственную душу и говорят, моя близнецовая половинка. В связи с этой путаницей могут возникать, конечно, различные проблемы. Но на этом видео мы об этом не будем говорить, просто упомянем, что такая ситуация имеет место быть. Так вот, прежде чем мы с Шанти встретились, а это было в 2019 году, у нас был определенный опыт, у меня был определенный опыт встреч, у нее был определенный опыт встреч, а также был различный опыт духовных практик. Допустим, я очень увлекался, так хорошо вплотную занимался осознанными сновидениями, я достаточно глубоко изучал психологию, изучал гештальт, изучал трансперсональную психологию, практиковал по-разному, был различный опыт. И во всем этом опыте я совершенно четко чувствовал очень большую недостаточность для себя. То есть что-то мне нравилось, что-то откликалось, что-то действительно очень сильно задевало меня, то, что называется вот за душу задевало, но ни в чем я не находил полного удовлетворения. И моя душа, она по-прежнему звала куда-то, что-то должно было произойти. А в других видео я достаточно подробно рассказывал о своем случае, вот, взаимодействии и с РД-учителем, я рассказывал о своем внутреннем пути, поэтому в этом видео я не буду об этом говорить подробно. Скажу только, что даже несмотря на то, что я переживал очень глубокие и очень сильные процессы, когда был внутренний путь, родных душ, это был 2003-2004 год, даже несмотря на это, несмотря на такие глубинные трансформации, когда я действительно получил опыт взаимодействия, опыт единства с источником, это было. Тем не менее, я даже после этого чувствовал, что мне этого недостаточно. Я чувствовал, что мне необходимо что-то большее. И вот когда мы встретились с Шанти в 2019 году, тогда уже просто все начало как бы само по себе срастаться. То есть я начал осознавать весь свой прошлый опыт, что он означал для меня, к чему он меня вел, и так далее, и так далее, и так далее. Само собой стали вырисовываться перспективы, что дальше делать, какое предназначение, что мы должны делать. Шанти приходили откровение, настоящее озарение по поводу нашей миссии, что мы должны нести. То есть все после нашей встречи, все стало вставать на свои места, все стало вырисовываться достаточно четко. Но мы говорим об этом не для того, чтобы вот сказать, что нужно встретиться только с близнецовой половинкой и все. Не для каждого это актуально, не каждому это нужно. Мы говорим это только лишь для того, чтобы было осознавание, что когда вы находите действительно свое, будь то может быть кармический партнер, это может быть ваше
То есть ваше предназначение будет связано с кармическим партнерством. Это может быть прекрасное партнерство, кстати говоря. Гармоничный кармический партнер – это тот человек, которого ищет, наверное, 90% тех людей, которые хотят создать вот такую как бы идеальную семью. Почему как бы? Потому что все-таки идеал, полный идеал, он на Земле недостижим. Как говорится, к нему можно стремиться постоянно, но вот полностью его достигнуть невозможно. Так вот, очень многие на самом деле ищут именно кармического партнера своего гармоничного. И мы всегда очень радуемся, и искренне радуемся, когда люди встречают такого партнера. Они говорят, да, вот это именно то, что мне было нужно. И понимаете, у таких людей действительно все начинает срастаться. У них начинает очень хорошо функционировать повседневный план. Бизнес, карьера, семья, дети и так далее, если это гармоничный кармический партнер. И оба партнера полностью удовлетворены. Разве это не прекрасно? Великолепно. Но вот как бы сказать, такая мода на близнецовые пламена, да, очень часто вносит всякую сумятицу в этот вопрос. Ну ладно, мы не будем об этом сейчас Да, говорить. то сейчас просто уже разведем здесь диалог на целых 2 Да, часа. можно много говорить об этом. Вот как раз сегодня встретила в интернете такую статью, где писала женщина о том, какого человека вообще в идеале нужно встретить, да? Она говорила о том, что говорят, противоположности притягиваются. Ну и дальше она перечисляет, что да не дай бог, чтобы это случилось, чтобы вы встретили человека, который будет вашей противоположностью. Потому что, ну я уже на свои слова пересказываю, потому что он не примет вас таким, какой вы есть, он не примет там, допустим, ваш недостаток, он будет все время видеть в вас этот недостаток и говорить, чтобы вы его исправили, ну и так далее. То есть она пишет о том, как это мучительно, когда вот такие противоположности, они встречаются. И далее идет повествование о том, какого человека в идеале нужно встретить и с каким настоящее будет счастье. И там как раз описывается, что это будет тот человек, в котором вы узнаете себя. Вы будете видеть в нем себя, но этот человек будет в другом теле, то есть себя в другом теле, да? Вот. Вы встретились, у вас все, вы смотрите в одном направлении, идете в одном направлении, вы единомышленники, ну и там перечисляется многое. И вот я читала, и по энергии понимаю, что описывается классический пример гармоничного кармического партнерства. Там стояло очень много лайков, очень много комментариев, которые написали женщины и согласились с автором статьи. То есть вот, пожалуйста, подтверждение этим словам. О том, что действительно по-настоящему в основном большинство людей хотят встретить именно гармоничного кармического партнера. И даже вот недавно у нас была женщина, которая очень обрадовалась после консультации, когда ей Андрей сказал, что она встретила своего гармоничного кармического партнера. Она обрадовалась, сказала: Господи, слава Богу, что это не близнецовая половинка. Слава Богу, что так. Я такого начиталась в интернете, я так рада, что у меня не близнецовая половинка. Вот это на самом деле нормальный подход, да, без разных ожиданий того, что у вас будет близнец, как сейчас модно говорить, близнец. Вот у меня есть близнец. К слову, у нас в этом году на ретрит приехали все участники, и у всех были близнецовые половинки. Ну, понимаете, это, конечно, забавно, и пусть человек верит, если ему это нужно. Но это на словах, нужно сказать, что на словах были близнецы. Да, конечно. Не на самом деле. Ну, я вот сейчас хочу довести, да. Потом оказалось, что кто-то встретил кармического партнера, кто-то родственную душу, но все приехали с твердым убеждением: это мой близнец. Конечно, ты сидишь и понимаешь, что это не так. Это даже чувствуешь по разговору человека, что там другая энергия, что это не близнецовая половинка. Но зачем ему об этом говорить? Но приходится иногда говорить, когда у человека возникает такой конкретный вопрос: что же мне делать дальше? Когда вопрос стоит о перемене своей жизни, о том, чтобы уйти из прежней семьи и как наладить, допустим, связь с этим партнером. Тогда уже нужно говорить о том, кого вы действительно встретили. Вот недавно была женщина, которая жутко обижается на то, что мы не говорим ей, кого она встретила, но она уверена, что это божественная половинка. Мы никогда с Андреем не называем друг друга «моя близнецовая половинка». И я даже когда слышу такие слова «мой близнец», я думаю: Господи, что это означает? Мой близнец, кто это?
Я вот могу сказать, мой любимый, мой мужчина, мой возлюбленный, мой родной. Мне нравится говорить эти слова, потому что они отражают именно то настоящее чувство, которое есть в сердце. А когда вы переходите на эти формулировки, БП, не БП и так далее, да, ну, нравится играться, пусть играются люди. Но, конечно, мы говорим это для тех, для кого действительно очень важно. Вот, например, у меня очень важно было с детства встретить того самого, единственного. Я знала, что я встречу его одного, и ему я полностью раскроюсь. Так оно действительно и случилось. И когда были встречи с родственными душами, в каждом из них я ожидала увидеть его, того самого. В каждом из них я говорила, это мужчина моей жизни. Внутри я так говорила, да? Но потом жизнь показывала, что это не так. Нас разводило. Мы не могли никак соединиться. Даже когда оба были свободны, казалось бы, все равно находились препятствия. И потом уже с течением нескольких лет, когда у меня наступил кризис, наступил на 25 лет, и вот этот вот духовный поиск шел. Что же я здесь? Для чего я здесь? Неужели я так и буду ходить на эту работу? И буду вот это влачить существование, как все, выйти замуж, родить ребенка. Я не могла понять, это западня какая-то. Для меня оказалось, что это западня, что человек просто идет как ослик по этому кругу, проживая его до глубокой старости, потом он умирает. Все, в чем смысл? И вот я задавалась этим вопросом, и у меня был серьезный духовный кризис. Он длился где-то 2 года. Я уже об этом тоже рассказывала, не буду повторяться. Когда я просто уже поняла, что ну все, видимо, мне здесь на этой планете делать уже нечего, раз ну вот как-то ничего мне не откликается, что происходит вокруг. И вот тогда случилась наша спасительная встреча с Андреем. Он буквально спас меня, вырвал из рук смерти, потому что я ждала и призывала ее каждый день, потому что мне здесь было совершенно неинтересно. Я знала, что где-то там, за пределами нашей Земли, есть моя половина, та, которая меня поймет, которая увидит мою душу, почувствует ее, и мы будем общаться именно вот так, нашими душами. Мы будем понимать друг друга из души, а не из каких-то повседневных ценностей. И так оно и случилось. И когда наша встреча произошла, когда позже уже случилось узнавание, оно случилось не сразу, и не бывает даже такое, что сразу оно случается. Это был очень сильный процесс энергетического узнавания. И потом уже через несколько дней, когда мы уже встретились вдвоем в неформальной обстановке, тет-а-тет, это был особенный день для меня. Вот тогда у меня действительно внутри было полное ощущение, что все, я пришла. Вот сколько я не встречала родственных душ, их было несколько мужчин. Ну, может быть, 3 были мужчин, остальные были женщины, так у нас были дружеские отношения. И сколько не было этих встреч, когда я действительно видела в том мужчине мужчину своей жизни и потом разочаровывалась. Сейчас я точно знала, что я пришла, потому что шла энергия. Я никогда не ощущала настолько яркую энергию между нами. Она буквально была осязаема, ее можно было потрогать руками. И вот это волшебство, и внутри было четкое ощущение, все, мне больше некуда идти, я пришла. И у меня было даже такое внутри ощущение, что вот сейчас Андрей, он провожал меня домой уже вечером после нашей встречи, что вот сейчас он поведет меня куда-то, и мы можем так идти с ним долго-долго, хоть на край земли, и я буду идти с ним рядом, и где-то там будет наш дом. У меня было четкое ощущение и вопрос внутри, недоумение. Куда я сейчас иду? Я возвращалась домой, там, где тогда жила, с родителями, с мамой. Я думала, зачем я туда сейчас иду, когда мой дом вот здесь, рядом с ним? Вот настолько это было сильное ощущение. И да, было полное ощущение, что теперь, наконец-то, я нашла свое. Хотя прежде чем к нему прийти уже в повседневности, прошло немало, прошло 7 лет. Ну, нужно сделать небольшое пояснение, что не через 7 лет мы физически воссоединились, но 7 лет это был очень трудный путь внутреннего очищения, трансформации, Да, вот я имею в соединения, виду да. свое предназначение, то, что я хотела, предназначение Предназначение, своей да. души. И то, что я делаю сейчас, то, с чем я работаю, и я говорю это сейчас и своей маме тоже говорю, мам, я сейчас делаю то, о чем я всегда мечтала, о том,
то, о чем я мечтала еще, когда я училась в институте, когда я училась там в колледже, да, я мечтала найти вот это свое. Меня тоже увлекала психология, философия, я все это читала, мне было интересно. Но когда сейчас я пришла к своему, и я понимаю, что все то, что я тогда интересовалась чем, и оно просто не сравнится с тем, что сейчас есть у меня внутри тут, и что идет из меня в моей работе. Вот, пожалуйста, Шанти рассказала свой пример. Она, пусть и через несколько лет, но действительно пришла к своему предназначению, хотя я тебе говорил в 2012 году, что ты еще будешь это делать. Да, Мне казалось, что она уже вот сейчас да, начнет это мне тоже. делать, но пришлось пройти действительно многолетний, около 7 лет, многолетний путь внутреннего очищения, трансформации, осознавания, проб, ошибок и так далее. Но тем не менее была вот эта путеводная нить, которая через все эти годы вела Шанти к тому, чтобы она обрела свое предназначение. Путь родных душ – это не только путь, когда вы встречаете человека и вы соединяетесь с ним. В первую очередь, все-таки путь родных душ – это путь духовного пробуждения, путь очищения своей души и путь, по которому вы приходите к своему предназначению, к своей миссии в этой жизни. Это настоящий и очень мощный энергетический поток, который ведет вас. Он ведет вас от того состояния, которое у вас было до встречи, к тому состоянию, которое является вашим настоящим. То есть вы находите себя настоящего. Или еще иногда говорят найти свое высшее я, найти свое предназначение, свою миссию, найти свое высшее я. Для чего мы родились? Кто мы есть такие на самом деле? Это все путь родных душ. Но нужно сказать, что примерно то же самое могут переживать действительно и кармические партнеры. Просто у них свои задачи, у них свои интересы, у них свои притязания к жизни. Если, допустим, человек, мужчина и женщина, они родились для того, чтобы проработать повседневный план, очень хорошо проработать. Что значит проработать повседневный план? Это, в частности, может быть действительно построение своего бизнеса, построение карьеры. Это прекрасно. Когда человек это делает от души, когда человек это делает по зову сердца, по зову своей внутренней какой-то сути даже, да, это прекрасно. Он может сделать этот мир гораздо лучше и для себя, и для других людей. Это великолепно. И зачем такому человеку, скажите, пожалуйста, находить свою близнецовую половинку, когда у него задача проработать повседневный план? Ему этого не надо. Но когда вы встречаете своего кармического партнера, гармоничного, я еще раз повторюсь, у меня есть этот опыт, и я могу об этом судить, а также опыт многих сотен клиентов, с кем я работал по этой теме. У вас возникает примерно то же состояние родственности. Говорят, что я встретил такого человека, которого, казалось, знал всегда. И когда мы начинаем говорить, он говорит А, я говорю Б. Он что-то подумает, я это уже сделал или делаю. Мы ни о чем не договариваемся, но делаем это вместе. Все получается очень гармонично и все в едином потоке. Но на повседневном уровне, ну и прекрасно. И таким партнерам другого и не надо, у них все великолепно. Но тоже та же самая, я хочу обратить ваше внимание, дорогие зрители, то же самое ощущение глубокой духовной родственности. Тоже подъем энергии, не такой, как у близнецовых половинок, но весьма существенный подъем энергии, когда вы чувствуете, вот вы встречаете своего гармоничного кармического партнера, вы чувствуете, что вас энергия переполняет, но только эта энергия будет реализовываться на повседневном плане. Я сижу, киваю, хотя у меня не было встречи с кармическим гармоничным партнером именно с мужчиной, но у меня есть такая моя подруга. Вот она действительно мой гармоничный партнер. Я это поняла как раз после того, уже как мы с Андреем встретились и уже начали освещать эту тему. Я все задавалась вопросом, почему мы можем не видеться 2 года, мы живем совершенно различной жизнью, мы совершенно разные вообще вот в повседневности, мы абсолютно разные. Но как только мы встречаемся вместе,
и мы начинаем говорить о чем-то, мы можем говорить без умолку. Она мне рассказывает что-то о своих друзьях, о событиях. Я могу ее сидеть, слушать, просто даже вот слушать, сидеть и чувствовать, как мы с ней, ну, словно вот как уже мы рассказывали, как-то Андрей приводил пример. Это вот такое ощущение, что вы сидели в одной комнате, вышли из комнаты, 2 года прошло, вернулись в эту комнату, и как будто вы не расставались. И вот у меня есть такой действительно человек, да, но при этом наши пути совершенно различные, наши духовные интересы совершенно разные. Но я могу сказать, что этот человек, эта девушка, она меня буквально спасала, когда вот я была в своем периоде затяжной этой депрессии, какой-то духовного поиска. Несмотря на то, что она, может быть, не понимала, что со мной происходит, все друзья от меня просто отошли в это время, но она одна оставалась рядом, и она поддерживала уже потом, когда мы встретились с Андреем, и мне было непросто, начался период внутреннего очищения, она поддерживала и тогда, то есть именно в повседневном плане. И даже сейчас я знаю, если мне будет трудно, я приду к ней, она меня снова поддержит, даже не понимая, что у меня там происходит. То есть вот такая-то сильная энергия. И я могу вот на этом примере действительно судить о том, что это прекрасная связь, когда у вас тем более есть ваш партнер, мужчина, да, если вы женщина, или наоборот, если вы мужчина, то это женщина. Если вот у вас есть этот партнер, то вы просто настолько усиливаете друг друга в повседневности и можете великолепные дела делать и помогать и другим людям. И ваша связь, ваша пара всегда будет вызывать восхищение у окружающих. Они будут смотреть на вас и говорить: «Боже, я же тоже так хочу». Какое счастье, как повезло людям. Чрезвычайно часто, очень часто, когда люди видят гармоничную кармическую пару, они действительно видят перед собой идеал совместной жизни. Если это мужчина и женщина, если муж и жена, гармоничные кармические партнеры, то они представляют из себя буквально идеал совместной жизни семейной. У них действительно все великолепно. Так вот, а все-таки, при чем здесь духовный путь и при чем здесь духовные практики? С кармическим партнерством все более-менее понятно. Если это гармоничное кармическое партнерство, то там все происходит само, и как бы никаких практик особо не нужно, и ничего такого не требуется, если это гармоничное кармическое партнерство. Если же вы встречаете свою родственную душу или встречаете свою близнецовую половинку, то тут вам без духовной практики и без духовных познаний никак не обойтись, это 100%, абсолютно. То есть, если кто-то еще до сих пор питает надежду, какую-то иллюзию, что если он встретит свою близнецовую половинку, то у них все будет сразу прекрасно, они возьмутся за ручки и пойдут в свое прекрасное будущее. Это абсолютная иллюзия, абсолютно. Если несколько лет назад такая иллюзия бытовала и очень крепко сидела в сознании многих людей, то сейчас, в общем-то, все меньше людей, которые этого ожидают. Это невозможно, это не так. Так вот, если вы встретили свою близнецовую половинку, тут вам придется с головой окунаться в духовные практики, в духовные познания, работать с собой, работать у себя на глубине, в своей душе, со своими прошлыми воплощениями, развязывать какие-то кармические узлы, расставаться с деструктивными программами. Это колоссальный труд. И вот тут вот мы подходим как раз-таки вплотную к теме духовного пути и духовных практик. Часто люди задают вопрос, когда приходят на консультацию, задают вопрос после того, как они узнают, что встретили, допустим, свою родственную душу или близнецовую половинку, они говорят, спрашивают, какими духовными практиками нужно заняться, чтобы решить вот эти проблемы. То есть они приходят с какими-то проблемами и потом хотят их решить. В этом случае я отвечаю так. Если вы хотите сохранить отношения со своей родственной душой или с близнецовой половинкой, вам нужно заниматься парными духовными практиками. Это очень важный момент. Почему? Потому что огромное количество духовных направлений и духовных практик, они не парные.
они подразумевают, что вы на пути один. Они подразумевают, что вы будете в одиночку работать с собой. Они подразумевают, что только вы будете что-то в себе искать, и на этом как бы все. Но если вы хотите идти парным путем, то тут необходимы именно парные практики. Что такое парные практики? Вот как раз это то, о чем мы сегодня говорим. РД-практики. Практики пути родных душ. Эти практики всегда, которые мы даем, они всегда транслируют парную энергию, мужскую и женскую энергию. Мужская и женская энергия в этих практиках соединены, они переплетаются, они образуют единство. Это совершенно особенная энергия, без всяких громких слов. Все, кто участвовал в наших практиках, а это онлайн-практики, живые практики, ретриты, интенсивы, мы много лет их проводим, за это время не 1000 человек приняли участие в этих практиках, и все они, без исключения эти люди, они говорят, что когда начинается трансляция этой энергии, когда начинаются РД-практики, они всегда вспоминают именно те состояния, те ощущения, которые они испытывали при встрече со своей родной душой. Всегда. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта парная энергия, энергия родных душ, она может транслироваться в практиках, она может транслироваться в йоге, в молитве, в женских практиках, в танце, в некоторых других. Мы проводим много практик, потом вы сможете на сайте, кто интересуется, посмотреть. И на всех этих практиках идет трансляция парной энергии. И все эти практики направлены на то, чтобы вы шли именно парным путем. Чтобы на этом пути духовного развития и личностного развития было взаимодействие мужской и женской энергии. Было взаимодействие ваших душ, ваша душа и душа вашей РД, будем так называть, да, они могут взаимодействовать, и от этого взаимодействия у вас происходит и духовный рост, и личностный рост. И когда это взаимодействие вдруг обрывается или прекращается, люди задают вопрос, как мне снова войти в РД-поток? Как мне вновь ощутить эти состояния, эти энергии? Мы отвечаем, приходите на РД-практики, и вы все это почувствуете. Люди приходят на, допустим, РД-активацию или на РД-молитву, это в онлайне, или если они приходят на живые практики, они в них участвуют, и вновь у них возникает эти РД-состояния. И вновь они чувствуют вот это единство. И все отмечают, они говорят, я сегодня на практике был со своей родной душой. Я общался или общалась с его душой. И что интересно и удивительно, мы этого не подразумевали, мы этого не ожидали, но очень многие говорят, что после РД-практик с ними на связь выходит их вот родная душа. Что-то пишет, звонит, спрашивает, как дела. То есть эти энергии, они реально действуют. Это не то, что просто фантазия в вашем сознании, вы что-то придумали такое, знаете, да? Нет, это реально работающая энергия. И эта энергия не только соединяет ваши души, но эта энергия поднимает ваше сознание наверх. Вы испытываете высшие состояния сознания, вы испытываете невероятное блаженство, безусловную любовь, вы испытываете глубочайший покой, вы испытываете единство с Богом Отцом и с Богиней Матерью. Я в основном провожу практики соединения с Богом Абсолютом, с Богом Отцом. Шанти проводит практики соединения с Богиней Матерью. Это различные аспекты общего Абсолюта. Единого целого. Единого целого. Это различные аспекты. Когда женщины участвуют в РД-практиках Шанти, лучше ты сама расскажи об этом. Что ты хочешь именно сказать? Что они испытывают, что они чувствуют, что они потом говорят. Да, сейчас я просто хотела вспомнила какой момент забавный очень. Андрей сказал, что да, действительно, у нас вот проходили 1,5 года, мы проводили ежемесячные интенсивы. Это был целый день с утра до позднего вечера, насыщенный, наполненный практиками. И
уже когда женщины уезжали, допустим, с этого мероприятия, или даже уже под вечер, я помню, ко мне девчонки подходили и говорили: «О, Шанти, смотри, мне мой любимый, мой РД мне написал, прислал мне какие-то смайлики». И вот это постоянно было. И в этом году тоже был ретрит, и там была одна женщина. У нее как раз ее близнецовая половинка, это действительно так. Он не выходил на связь. Что-то у них там случился конфликт, и он пропал совершенно из поля зрения. Она, как мудрая уже взрослая женщина, она, естественно, не пыталась выходить на связь так прямым, настойчивым образом. И вот она была на ретрите, мы делали практики, она чувствовала это единство. И я помню, она задавала вопрос, спрашивала Андрея настойчиво: «А вот вы говорите, что выходит на связь РД, а он действительно выйдет со мной на связь?» И я помню, что Андрей сказал, что он не может, конечно, этого гарантировать, но в любом случае его душа это почувствует. Я помню, как на следующее утро она залетела в зал просто на крыльях. Это взрослая уже такая серьезная женщина. Она порхала, она показывала сообщение, которое прислал вот ее мужчина, ее близнецовая половинка. И потом уже настолько ее переполняли эти радостные эмоции, что она начала уже прыгать. Она просто подпрыгивала от этой радости. Мы так все смеялись и радовались вместе с ней. Вот действительно, да, такое случается и нередко. После живых практик, после онлайн практик. Для чего нужны РД-практики? Да? Иногда задается вопрос, а зачем вообще их делать? Если вы говорите, что при встрече с родной душой возникает РД-поток, да, мы это знаем, мы встречали, мы это чувствовали, все переживали. Так зачем нам нужны какие-то отдельные РД-практики для того, чтобы опять этот поток возник? Не проще ли вот как бы находиться вот в этом контакте с родной душой? Вы знаете, если бы это было действительно так, то не было бы этой огромной темы «родные души». Все просто бы встречались, воссоединялись, и было бы хорошо. РД-практики существуют для того, чтобы решать очень-очень много различных вопросов, проблем, которые возникают на пути воссоединения, если это близнецовые половинки, или даже если это кармические партнеры. Вопрос возникает на пути отработки кармических каких-то узлов. Вопросы внутреннего пути, когда человек узнает, что он встретил свою родственную душу, но он говорит: я так в этом счастлив, я так этим доволен, что это есть. Не то, чтобы это вообще пик его как бы мечтаний, да? Ну нет, наверное, нет. Но он говорит, что я просто счастлив от того, что это есть, и я хочу это сохранить. Но мне не получается это сохранить. Почему не получается? Потому что возникают вот эти низкие привязки, вот эти переживания, какая-то ревность. Он, значит, там или она там не выходит на связь, у нас не получается общение. Масса различных вопросов. И вот эти вопросы помогают с этими вопросами справиться РД-практики, если вы правильно их делаете. И мы готовы действительно дать настоящую гарантию: если вы делаете эти практики, у вас будут налаживаться отношения с вашей родной душой. Но это не значит, что мы работаем на заказ. Если вы приходите и говорите: так, вот смотрите, вот эта фотография того человека, он моя родная душа, я хочу, чтобы мы были вместе. Давайте говорите, что делать, я буду делать, но мы будем вместе. Нет, это не так. Понимаете, мы не Господь Бог. Мы не высшие силы. Мы не можем говорить, что 100% вы воссоединитесь, вот делайте вот эту вот садхану, делайте, читайте вот эти молитвы, или там, не знаю, медитацию делайте и так далее, да, и вы воссоединитесь. Нет, мы не даем таких гарантий, мы не знаем. Мы честно говорим, мы не знаем. Мы вообще, нужно стоит разобраться, а в чем миссия вашей встречи? Может быть, совсем не в том, чтобы вы воссоединились. Может быть, просто для духовного пробуждения. И потом, если вы пройдете все этапы духовного пробуждения, потом у вас будет встреча. Или через одну, или через две, мы не знаем. Мы знаем только, что если вы цените эту энергию, если вы любите эти состояния, ведь многие говорят после РД-практик, что, ну практически все говорят, что я побывал или побывала дома. Вот после РД-практик, говорит, это
это дом, это состояние дома. Вот если вы это цените, и если вы это практикуете, каждый день уже самостоятельно практикуете, то сама судьба выведет вас навстречу с вашей родной душой. Это действительно так. Да. Сейчас, секундочку. Но Сказать. кто это будет? То ли это будет кармический партнер ваш, то ли это родственная душа, то ли это близнецовая половинка. Мы не знаем и знать не хотим, понимаете? Это не в нашей компетенции, не в наших интересах. В нашей компетенции, в наших интересах помочь вам сохранить этот поток, помочь вам в нем совершенствоваться, помочь вам пройти через внутреннее очищение, помочь вам пройти через трансформацию. То есть все, что заложено вот в этом потенциале встречи, чтобы вы реализовали. И Вот даже в этом если вам еще помочь. нет этой встречи, то И приблизить ее, да, конечно. да, и, кстати, нужно тоже об этом сказать. Многие говорят, что, значит, все как бы предрешено, как говорят, подписаны контракты, и когда мы попадаем сюда на землю, мы просто вот следуем чисто по контракту, да? То есть такая фатальная предрешенность. И если вам предрешено встретить свою родную душу, встретите, хоть делаете, хоть не делаете вы практики, хоть вообще на печи лежите и бок чешите, все равно встретите. А если не предрешено вам встретить, хоть лбом разбейся, значит, об гору Кайлас, все равно ничего у тебя не получится. Да, я сейчас скажу важно, пока Андрей разошелся немножко. Была я на обучении, когда обучалась немножко регрессии, чтобы вести уже непосредственно в РД потоки, в регрессию. И вот там одна женщина, она сказала буквально такие слова. Просто я сидела в зале, я понимала, что там сидят люди, ну, которые далеки от темы родные души, но была одна девушка, которой очень интересовала эта тема. И именно этой девушке та женщина, ведущая, сказала так, что родственных душ не существует, и что не факт, что ты вообще встретишь свою родственную душу в этой жизни, потому что их не так много. Дословно передают слова. Их может быть, например, всего 5 в твоей духовной там семье наверху, и эти души могут воплотиться. Кто-то в животном, кто-то еще. И то есть ты вообще в этой жизни не встретишь. Поэтому давай, приходи нормально, работай с родом, будем работать с родом. То есть род имеется в виду наши родители, наши, да, предки по мужской и женской линии. И тебе нужен нормальный мужчина. То есть с кем ты создашь семью. Я видела, что эта девушка, она, конечно, немножко была так, она опешила, и она немножко была разочарована. Я потом подошла к ней после этого тренинга и сказала ей, вы знаете, если вас интересует эта тема, приходите на наш канал. Не знаю, к сожалению, пришла она или нет, но для меня это было слышать ужасно больно. Это, вы знаете, как вам приговор вынесли и гильотиной отрубили вам голову. Все, вам дали предсказание. То же самое, если вы идете к кому-то и говорите, я хочу встретить свою близнецовую половинку, например, через регрессию, да, мне приходили такие заявки. Скажу честно, я не соглашаюсь, потому что я никогда не буду делать того, что должен делать Господь Бог. И если кто-то говорит, давай я это сделаю, задумайтесь о том, что вам обещают, что вы увидите свою божественную половинку, когда, может быть, в этой жизни вам она не нужна. У вас там предрешение встретить кармического своего гармоничного партнера и жить прекрасной, наполненной повседневной жизнью. В любви, в понимании. Это же не значит, что у гармоничных кармических партнеров нет любви. Есть, и они говорят друг другу, я люблю тебя, и ты мой самый родной и самый лучший человек. Понимаете, если вам кто-то дает такую надежду и говорит, я даю тебе гарантию, да, ты придешь, мы посмотрим, где там твоя близнецовая половинка, через сколько вы с ней встретитесь. Не делайте, не соглашайтесь на это и задумайтесь глубоко, насколько этот человек действительно, во-первых, в этой теме находится, и насколько вы доверяете свою судьбу в руки этого человека. Это просто, ну, на мой взгляд, это недопустимо, давать такие обещания. Мы подобными вещами не занимаемся, и периодически на консультациях и на тренингах просят сделать какой-то прогноз и тому подобное. Не делаем этого, не делаем этого, потому что это на самом деле оказывает очень большое внушение на вас и может действительно развернуть вашу судьбу совсем не в ту сторону. Мы не рекомендуем
заниматься подобными прогнозами, но что мы можем сказать по поводу поиска своей родной души? И подчеркну, именно родной души. Не близнецовой половинки, не кармического партнера, а родной души. То есть, кого вам Бог, судьба вам даст в качестве родной души, мы это не решаем. Но мы можем помочь вам действительно приблизить эту встречу. Это действительно возможно. Почему я это говорю? Ну, во-первых, потому что у меня есть личный опыт. Прежде чем мы встретились с Шанти, я именно занимался такой духовной практикой, которая привлекает в мою жизнь именно мою женщину родную. Вот тогда мы не пользовались, в 2012-2011 году мы не пользовались терминами там кармический партнер, родственная душа, близнецовый половинка. Вот и Шанти тоже говорила, я ищу своего мужчину с большой буквы, Да. и своего с большой буквы. А я также это обозначал, я ищу и зову и жду свою женщину. Так вот, я делал вот такую духовную практику по привлечению в свою жизнь своей женщины. И эта практика реально работает. Но это есть очень большое условие. Потому что, безусловно, вы можете встретить огромное количество различных техник, практик, которые могут помочь вам привлечь в вашу жизнь того или другого человека. Так вот, опять, мы подобными вещами не Да, занимаемся. вот включая, где-то я встречала на просторах интернета медитации на привлечение близнецового пламени. Мы тоже этим не занимаемся, поэтому у нас на канале до сих пор нет такой медитации. Нет, такими вещами мы не занимаемся. Но вы можете действительно приблизить встречу с вашим родным человеком, с вашей родной душой. На это есть такие техники. У нас есть обучающий курс «4 шага на пути к своей родной душе». Те техники, которые в этом курсе я давал, я эти техники сам делал. Идет активизация анахаты, сердца, специальным образом, с помощью специальной медитации. Раскрывается ваше сердце. И из вашего сердца, из глубины вашего сердца буквально вырывается вот это вот желание встретить свою родную душу. То есть что происходит? Вы не умом и не сватхисханой притягиваете своего мужчину или женщину, да? Не с помощью какой-то хитроумной техники, а только лишь открывая свое сердце. То есть то желание, которое находилось глубоко в вашей душе, оно просто прорывается. Вы позволяете ему выйти из вас. То есть вы снимаете различные ограничения, блоки, которые у вас, возможно, есть, которые как панцирь не дают прорваться вот этому импульсу, который бы притянул в вашу жизнь, в вашу родную душу. Это техника освобождения своего истинного, глубинного желания встречи с родной душой. Понимаете? Вот в этом есть очень-очень важное отличие. Очень важное отличие. Те РД-практики, которые мы даем, они просто освобождают вас, они убирают те преграды, они раскрывают ваше сердце, и из этого сердца исходит это искреннее, истинное желание, которое у вас уже было. Вот в чем дело. Вот, кстати, да, Да. Андрей сейчас это говорит, он делал это специально как мужчина, но ему это нравилось. А я не знаю ни о какой технике, просто вот мое сердце, оно само звало моего мужчину. И мы делали это буквально одновременно. Вот, может быть, сработало, что он меня так звал в этот же момент. И Я думаю, сработало. я уже просто умирала, и мне во сне, ну реально я каждую ночь видела такие сны, что я боялась уже не вернуться из них. У меня, то есть вопрос жизни и смерти стоял очень ярко. И мне приходили сны до нашей встречи за несколько месяцев, за 3 буквально месяца, за 4. Мне приходили сны, где я была со своим мужчиной, и я просто чувствовала вот именно сердцем, что это мой человек. И в этих снах я буквально, я так была счастлива, что я просыпалась, возвращаясь в эту повседневную реальность и думаю, боже, почему же вот так? Здесь совсем по-другому. И незадолго до встречи с Андреем я не знала ни о каких чакрах. Сейчас информации море, сейчас все знают про чакры, про каналы, про энергию. Я ничего такого не знала. И более того, тогда и не было этой информации широко распространено.
Я просто сидела на рабочем месте в обеденное время, я кушала, сидела за столом, и вдруг у меня со стороны спины в точке анахаты, вот только со стороны спины, мне словно прикладывали туда вот такой горячий какой-то столб, и у меня пылала эта точка. Я даже испугалась, я помню, как я отреагировала, я испугалась. На самом деле пробуждалась моя душа, мое сердце. И в какой-то момент, вот в очередное, незадолго до нашей встречи, мое сердце просто бухнулась эта волна любви, эта энергия, и у меня потоком пошли слова, что я действительно, я хочу встретить своего мужчину, я хочу любить, я хочу быть любимой. Вот. И действительно эта встреча, она случилась. Но там много-много было этапов, и я даже читаю свои сейчас записи за тот период, какие-то я записи делала в дневнике, я читала эти слова, и вот Андрею недавно говорила: Боже мой, посмотри, я же вот это переживала, вот этот период, который вот мы сейчас преподносим уже в обучении, да, на наших живых тренингах, вот что со мной было. То есть я, не зная этого, я описывала эти стадии. И многие люди даже к нам приходили, вот, которые то же самое рассказывали, они говорили: я не знала, но я делала то-то, то-то. И они действительно по наитию шли к встрече со своей родной душой. Вот точно так же. И у нас, да, действительно есть этот курс, который Андрей уже сделал, когда мы были вместе, шла эта наша энергия такая совместная. И все эти РД-практики, вот хочу добавить, как они появились, мы их не придумываем, мы ничего вообще не придумываем. Все, что мы говорим, приходит к нам от наших родных высших сил, от нашей духовной семьи. Плюс это соединяется с жизненным опытом. У Андрея свой опыт, у меня свой опыт. И он соединяется, эта информация, и мы эту даем информацию уже вам в наших видео, на наших тренингах, в практиках. Эти практики приходят свыше. Это то, что нам было дано в 2012 году, когда мы с Андреем встретились, и между нами пошел поток единства мужчины и женщины. Тогда Андрей еще вел йогу, и мы стали вдруг давать нашу медитацию. У нас она сама появилась. Просто это был дар высших сил. Мы начали давать медитацию. Люди приходили совершенно не в теме родных душ. Просто люди, которые интересовались йогой, им нравились энергии, которые они чувствовали на йоге. И эти люди, сидя на медитации, после этого процесса, они рассказывали, что к ним приходил образ. Одна женщина, помню, рассказывала, что она четко видела образ, вот как рисуют картинки в интернете, наполовину Шива, наполовину мужчина, наполовину женщина. Да? Это образ Ардханаришвары, единство мужчины и женщины. Это, вы видели этот образ. Наполовину женщина, наполовину мужчина. Индуистский такой образ Ардханаришвары. И вот люди, которые вообще не имели отношения к пути родных душ, они переживали и чувствовали все эти процессы, и видели эти образы. То есть это говорит о том, что мы ничего не придумываем, и все практики, которые у нас появляются, РД-медитация, РД-активация, РД-молитва, сейчас вот Ади-шакти у меня женская практика, все это благодаря нашим каким-то наработкам, в прошлых жизнях, в том числе в этой жизни, и благодаря самому главному нашему родному потоку. Поэтому здесь нет ничего надуманного, здесь нет какой-то техничности, которую вы, может быть, хотели бы узнать. И так же, как и этот курс, вот о котором Андрей сказал, 4 шага на пути к родной душе, он действительно работает, и он работал много раз. Потом люди писали, что они действительно встречали своих родных душ. Это была родственная душа. Это, может быть, был кармический партнер, да, тоже женщина, я ее помню до сих пор, они живут с этим мужчиной до сих пор в союзе, в браке. И также работают наши РД-практики, РД-активация, и остальные практики, которые мы даем на живых тренингах и в онлайне. Точно так же они активизируют в вас эту энергию, и ваша душа начинает пробуждаться. Давай немножечко поподробнее расскажем по поводу того, что нам было дано в 2012 году. Мы об этом чаще всего мы рассказываем об этом на живых ретритах, мы говорим об этом подробно, так весело, забавно. Людям нравится слушать истории, вот мы рассказываем истории.
На видео мы так подробно говорить не будем, но вкратце история такова, что когда мы встретились с Шанти в 2012 году, мы просто почувствовали те мощнейшие энергии, которые между нами проходят, и очень быстро стали замечать, что эти энергии передаются другим людям. Это произошло совершенно спонтанно. Так как я вел йогу, приходили обучающиеся, кто занимался йогой, и они чувствовали эту энергию, они говорили: ой, что-то у меня по спине такое пошло, а сейчас почему-то в сердце, а сейчас почему-то на голове. И я стал понимать, что им передается та энергия, которую чувствуем мы. Потом, через несколько месяцев, мы решили провести онлайн-трансляцию этой энергии. То есть мы решили узнать, а будет ли передаваться эта энергия на расстоянии. Она точно так же передавалась, как это было и в зале при живых участниках. Независимо от того, на каком расстоянии человек находился, он мог находиться вообще на другом континенте. Приходили на медитации из США, из Канады люди. Из Австралии. Из Австралии. Все чувствовалось точно так же. Расстояние не имело никакого значения. Различные люди с различным вероисповеданием, христиане, мусульмане, буддисты, неверующие вообще ни во что, не имеет значения. Они чувствовали этот поток энергии, они описывали все то же самое, что чувствовали мы, что чувствовали многие другие, кто встретил свою родную душу. Этих людей, значит, с 2012 года по сегодняшний день, это уже больше 7 лет мы проводим эти практики, это уже несколько тысяч человек. И даже были те, которые не знали русского языка. Мы, допустим, проводили ретрит в Испании, и там присутствовала женщина, которая русского не знала, она была из Германии. И мы тоже так немножечко как бы опасались, а почувствует или нет. Она почувствовала все. Все, что было на медитации, все, как энергия шла, как она ощущалась в теле, какие были состояния, она писала все. Мы были в приятном шоке. То есть это то, что нам было дано для того, чтобы мы транслировали поток этой энергии, для того, чтобы люди оставались в этом потоке и в нем совершенствовались, для того, чтобы они проходили внутреннее очищение и трансформацию, для того, чтобы они находили в этом потоке свою духовную семью. Для тех людей, кто ощущал, кто переживал на наших практиках единство со своей духовной семьей, это совершенно неописуемые, выдающиеся и великолепные события. Когда вы приходите к себе в духовный дом, когда вы тот, кто вы есть, когда вот ваше высшее «Я», или еще у нас иногда на живых тренингах говорят: я чувствовал себя ангелом, вот ваша ангельская ипостась или высшее «Я» – это практически одно и то же. Вот это ваше высшее «Я», оно находится в вашей духовной семье, и вы все это осознаете, чувствуете, переживаете, получаете помощь, реальную помощь своей духовной семьи, получаете ответы на свои вопросы. Это просто фантастика. Это великолепно. Это фантастика не с точки зрения экзотики. Вы знаете, как круто, да, вышел на свою духовную семью. Не об этом речь. Это фантастика с точки зрения того, что вы всю жизнь, может быть, 30-40 лет, 50. кто-то больше, искали свой путь, искали себя, и вдруг раз, и нашли. Это же фантастика, это великолепно, это чудо. И всякий раз, год за годом, вот кто-то несколько лет занимается РД-практиками, всякий раз человек, входя в это состояние, получает что-то новое. Он говорит, что ни один процесс не похож на другой, все разные. То есть там постоянно что-то происходит, там постоянно все меняется. Всех подробностей не перескажешь, но вот такое вот явление, вот такая вот способность, которая нам была дана в 2012 году, вот такие приносят великолепные плоды. И это колоссальная радость для нас, когда мы получаем вот такую обратную связь. Вот, допустим, самое последнее, это 10 числа, 10 ноября были РД-практики, и присутствовала женщина, которая, она из Германии, то есть совсем другая страна, и давно там живет, то есть уже немножечко другая культура, да? Разность культуры, ничего не имеет никакого значения. Так вот, она рассказывала, что около 4 лет она занималась различными духовными практиками, но то, что она ощутила на РД-практиках,
Это совершенно не похоже ни на что, и это великолепно, это прекрасно, это вот ее слова. Почему великолепно, прекрасно? Потому что многие люди находят именно себя в этом. То есть это их родное, близкое. Не потому что это круто как-то, ого-го, или модно, не знаю, а потому что это родное. Вот в чем самая большая радость от РД-практик. Когда вы ими занимаетесь, вы приходите в свой дом, вы находите себя, вы чувствуете свой путь. И если вы по этому пути идете, вы обязательно дойдете до своего предназначения. Обязательно. Просто у кого-то этот путь довольно короткий, а у кого-то очень длинный. Ну, допустим, если говорить обо мне, то после того, как я пережил очень мощные действительно трансформации в 2004 году, это был мой внутренний путь родных душ, который я прошел в 2004 году. У меня было невероятное, очень мощное желание соединить вот этот колоссальный опыт с повседневностью. И я не мог это сделать, я не мог его соединить, чего я только не пробовал, как я только не искал, в какие двери не стучался, в какие стены только я не бился, ничего не получилось. И только в 2012 году, по прошествии 8 лет, после того, как мы с Шанти встретились, вот это соединение духовное повседневное просто пошло само. У Шанти примерно та же история. Да, То я есть у вот нее хочу сказать через о 7 себе. лет. Да, когда с Андреем я встретилась, у меня же внутри было полное ощущение, что все, я нашла свой путь, то, что меня беспокоило, путь моей души. И я была так рада, воодушевлена. Он мне говорил, ты скоро начнешь проводить медитации для женщин. Я тоже это чувствовала. Но потом наступило внутреннее очищение, полезли все деструктивные программы. Пришлось работать с ними, и я скажу честно, я просто негодовала. Ну когда же произойдет то, что я чувствовала, и во время внутреннего очищения я чувствовала, что я знаю, могу гораздо больше, чем я делаю в повседневности. Но должно же что-то появиться. И это буквально случилось через 6 лет, оно начало появляться. И то, что есть сейчас в моей Ади Шакти, я понимаю, что это и есть мое предназначение, которое тогда почувствовал Андрей. И я в себе только-только ощущала, даже не знала, что это будет, как оно будет. Это просто дар свыше. И когда ты ведешь туда других людей, которым это необходимо, которым это нужно, ты знаешь, что это самая большая твоя радость, что ты делаешь именно то, для чего ты родился, для чего ты здесь, в этом теле. И сейчас у меня нет никаких в этом сомнений. Но, конечно, даже когда вы и уже начинаете что-то делать на этом пути, сейчас я понимаю, что это предназначение, оно с годами будет трансформироваться, оно будет еще больше и больше раскрываться, потому что ту мощь, которую я в себе чувствовала, в своей душе, в своей истинной сути, она еще не раскрылась до конца, но она начинает уже это делать, и для меня это счастье. И я искренне желаю, чтобы у вас это случилось. Если вы встретили свою родную душу, родственную душу или близнецовую половинку, чтобы у вас это случилось, потому что это и есть то самое настоящее счастье, когда вы знаете, для чего вы живете, и вы это делаете. Вот для этого всего и есть путь родных душ, и для этого и есть РД-практики. Для того, чтобы произошла встреча с вашей родной душой, если ее до сих пор нет, чтобы она могла случиться. Для того, чтобы вы успешно прошли через внутреннее очищение, экологично через него прошли. Потому что до сих пор такое огромное количество ошибок люди совершают, очень простых ошибок. И, ну что значит ошибки? Кто-то скажет, что нет никаких ошибок, что это его путь. Ну, мы же не спорим, пожалуйста. Со своей стороны мы просто можем предложить более экологичный путь, а человек может выбирать, как ему идти и идти ли ему вообще. Просто есть экологичный путь, и мы о нем можем рассказать, чтобы человек успешно, относительно недолго проходил через внутреннее очищение. Для этого РД-практики. Особенно такой драматичный этап – это трансформация. Особенно если это глубинная трансформация.
Человек очень часто нуждается в поддержке на этом этапе. Это тоже очень специфичная поддержка. Там нельзя вести за ручку, как маленького ребенка. И нельзя просто бросать, как котенка, в омут с головой. Кто-то выплывет, а кто-то нет. Поэтому требуется такая очень тонкая профессиональная поддержка, и тоже вы ее можете получить. Но самое главное, что дают РД-практики, это действительно пребывание в этом родном потоке. Когда вы в него входите, вы чувствуете, вы дома, вы на своем месте, вы там, где вы есть, и вы тот, кто вы есть. И по этому пути вы можете двигаться дальше. Вот это самое главное, что дают РД-практики. Они дают ваш путь, они дают соединение с вашим высшим Я. Они дают, в конце концов, выход на источник любви. Источник любви называется Богом, называется Абсолютом, называется Бог-Отец, или это может быть Богиня-Мать, в зависимости от того, какой аспект будет у вас более активным при этом Я вот соединении. как раз хочу сказать, иногда женщины пишут, нам для прохождения моих сеансов присылают заявки и пишут: Шанти, помогите мне определиться, мне, наверное, нужна регрессия. Но я провожу регрессии и провожу Адишакти. Потому что я вот хочу быть со своим мужчиной. И женщина дальше описывает: я не могу избавиться от зависимости, я не могу его перестать ревновать, я не могу перестать ожидать, чтобы он был со мной. Помогите мне. В этом случае я всегда говорю: давайте начнем с сеанса Адишакти, потому что вам нужно вернуться к себе, вам нужно полюбить себя. Не себя как личность, вот я Шанти, я люблю себя, нет, или там я Ирина, я Лена и так далее, я люблю себя, нет. А вам нужно полюбить себя, свою душу, свою суть. У меня на это ушло несколько лет. Я стремилась к этой сути, которую я почувствовала, когда мы встретились с Андреем. Прошло жуткое внутреннее очищение. Я думала, оно никогда не закончится. У меня было полное ощущение, что я так и буду все время проживать эти болезненные состояния. Но все-таки оно закончилось. И я потихоньку, понемногу начала ощущать свою душу, ту самую суть, которая когда-то была создана Творцом, которая когда-то вышла из источника и родилась. Вот та самая душа, когда вы к ней возвращаетесь, вы начинаете любить себя по-настоящему. Вам не нужно стоять перед зеркалом и говорить: как я тебя люблю, у тебя красивые глаза. Нет, все это не нужно, это все мишура, это все просто антураж. Вы начинаете любить себя там, внутри, настоящую, и постепенно вы начинаете находить этот стержень, эту опору в себе. И, конечно же, на эту опору к вам приходит ваш мужчина. Может быть, тот мужчина, с которым вы никак не могли соединиться. А может быть, это будет другой мужчина. Но он будет чувствовать в вас эту зрелую суть, которая и нужна во всех встречах родных душ, родственных душ, близнецовых пламен. Это красная нить пути — прийти к этой сути, полюбить ее и стать целостным, будь то мужчина или женщина. И вот когда действительно женщина начинает постигать эту суть, она начинает любить себя, она становится более спокойной, у нее раскрывается там внутри какой-то особенный свой женский ресурс, природный ресурс, ресурс, который ей дан в источнике. Сейчас я говорю о богине-матери, потому что я про женщин говорю. И тогда в ее жизни действительно начинаются преобразования. И с этим могут согласиться женщины, которые проходят этот путь сейчас, и они отмечают эти изменения. Вот и есть та самая суть всех наших практик. Андрей дает состояние Бога Отца, Абсолюта. Когда туда приходят участницы, в основном же это женщины, они тоже говорят, что: Боже мой, я хочу там остаться, потому что это источник, это дом. Дом может быть с мужской энергией Бога Отца, дом может быть с богиней-матерью. У нас так вышло в нашей паре, что мы, как инь и ян, транслируем эти энергии. Да? Андрей транслирует мужскую, я транслирую женскую. В итоге вместе это источник, это единство. Это Бог, Отец, Богиня, Мать, и это то самое начало, из которого все мы вышли когда-то.
и в которые мы, в общем-то, и возвращаемся по окончании нашего земного пути. В своей глубинной сути инь и янь, они едины. Вы, конечно же, видели вот эту картинку, инь и янь, они объединены общим кругом. Вот это и есть их единство. И несмотря на то, что этот круг разделен на две части, черную и белую, да, несмотря на то, что они выглядят противоположными абсолютно, черный и белый – это две противоположности, они объединены вот этим кругом, это и есть их единство. И когда на наших практиках и женщины, и мужчины доходят до этого состояния единства через Бога Отца или через Богиню Мать, они чувствуют, что в этом состоянии есть все. В нем нет никакого недостатка. Что в Ади Шакти, которую Шанти дает, что в РД-активации, которую я даю. Выход фактически на одно и то же. На состояние, когда есть все. Когда все потребности удовлетворены. И в то же время как бы нет ничего. Вот это вот великая пустота, великое ничто или великое все. Суть есть одно. И когда человек в этих РД-практиках доходит до этих состояний, он действительно обретает свою основную подлинную суть, которая позволяет ему в жизни трансформироваться, которая меняет его, которая меняет отношения между мужчиной и женщиной, делает их более гармоничными, делает их более, можно даже сказать, демократичными, как бы, да, то есть учитывается и мужское, и женское, более естественными. И вы знаете, самое главное, что эти отношения становятся синергичными. Синергичными – это значит взаимоусиливающими. Когда мужчина усиливает женщину, а женщина вдохновляет и усиливает мужчину. Происходит взаимоусиление. Вот что могут давать РД-практики, вот что могут давать вот эти вот состояния. Конечно, безусловно, и после этого видео у зрителей останется множество вопросов. Вы можете спрашивать, а вот как быть, если я занимаюсь практиками, а вот мой партнер или партнерша не занимается? Во многом это индивидуальные вопросы, да? Должен ли он или она заниматься или не должен ли? Все это упирается, в общем-то, в такие индивидуальные случаи. Но поверьте, ведь самое главное – это не то, как откликнется ваш партнер, поймет он или не поймет, поддержит, будет с вами или не будет с вами. Самое главное – это то, найдете ли вы себя в этом, будете ли вы чувствовать, что да, это я, это мое, это мой путь. Если вы найдете себя, вы обязательно 100% найдете того, кто с вами разделит это, кто откликнется на это, кто это примет. И будет ли это Иван или Сергей, Маша или Галина, какая разница, не нам решать. Это решается наверху, кто вам встретится, с кем вы будете вместе или не будете вместе. А вы можете решать, откликнуться ли на этот зов, который вы получили во время встречи с родной душой, идти ли по своему пути, потому что это ваш родной путь, или поддаться каким-то уловкам своего мышления, уловкам своего эго, поддаться шаблонам стереотипов, что должно быть вот так-то, а не вот так-то, да? Ну, вам решать, идти по своему пути или нет. Но мы со своей стороны можем оказать вам всецелую поддержку, полную поддержку и помощь, если вы решите идти этим путем. Но поддержка и помощь – это не значит, что мы будем делать вместо вас. Мы будем делать это вместе с вами. Если вы идете, мы будем идти вместе с вами. Если вы вдруг решили не идти, это только ваш выбор. Поэтому РД-практики – это не то, что, знаете, специальным образом ввинчивается в вас, как какая-то программа туда закладывается в вас. Нет, РД-практики – это как дар, который вам вручается, пожалуйста, возьмите. Вы имеете этот дар, вы можете прийти на РД-практику, ничего особенного не делая, достигая очень высоких состояний сознания. Вы можете это принять и потом с этим что-то делать, а можете не принять и ничего не делать. Это уже ваш выбор. Мы со своей стороны, пожалуйста, вам протягиваем эту руку помощи, руку поддержки, а вы решаете для себя, насколько это вам нужно
или не нужно. И в самом конце, для того, чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу, мы просто подведем вот такой итог, сделаем такую квинтэссенцию всего того, что мы сказали. Если вы чувствуете, что ваш путь – это путь любви, ваш путь – это путь родных душ, если вы чувствуете в себе искреннее, настоящее, внутреннее, глубокое желание найти свою родную душу, то РД-практики и путь родных душ – это ваш путь, это ваши практики. Может быть, этот путь будет вам на год, на 2 или на 5, а потом вы пойдете по другому пути. А может быть, этот путь будет вам на всю жизнь, как, допустим, в нашем случае. Как знать? Это решать, может быть, высшим силам, может быть, решать вам. Но если вы чувствуете действительно такую свою внутреннюю потребность, вы имеете возможность получить поддержку в виде РД-практик, в виде учения о родных душах. Что это может вам дать? Вы можете получить поддержку на пути поиска своей родной души, мы об этом говорили. Вы можете получить очень большую поддержку на пути внутреннего очищения, на пути трансформации. Вы можете получить беспрецедентную, без всякого преувеличения, беспрецедентную помощь по выходу на вашу духовную семью, на ваши родные высшие силы. С помощью РД-практик это происходит очень быстро и очень естественно. Вы выходите на свои родные высшие силы. И для некоторых это не для всех. Кому действительно предрешено судьбой. Вот тут уже я могу сказать действительно да. Кому-то предрешено судьбой, он должен в этом воплощении прийти к источнику любви. Он должен в этом воплощении прийти к Богу. Это его кармическая задача. Это, как правило, люди, у которых очень активный 12-й дом в гороскопе. Так вот, если у вас такая ситуация, и ваше предназначение, кармическая задача прийти к Богу, и ваш путь – это путь родных душ, то вы действительно можете получить огромную поддержку в виде РД-практик и прийти к источнику любви. Вот что дают РД-практики. Путь родных душ – это не только путь, когда вы соединяетесь со своим партнером, когда вы движетесь к тому, чтобы быть и жить вместе, когда вы движетесь к тому, чтобы осуществлять, воплощать свое предназначение, свою миссию. Не только в этом. Путь родных душ – это путь духовного пробуждения и путь соединения вашего духовного потенциала с вашей повседневной жизнью. Не только пребывать в каких-то высших состояниях и получать вот это вот блаженство, вот эти высокие энергии, не только, но и реализовывать, интегрировать их в повседневности. Это тоже путь родных душ. И в конце концов, это то, что приводит вас к настоящей, к вашей, лично вашей настоящей жизни. Приводит вас к тому, что ваш духовный потенциал постоянно расширяется. В РД-потоке, если это ваш родной поток, в РД-потоке ваш духовный потенциал будет постоянно расширяться и изменяться, будет постоянно происходить что-то новое, постоянно что-то возникать еще и еще и еще, будет постоянное развитие. Вы и будете чувствовать вот эту настоящую жизнь, когда и внутри потенциал у вас будет расширяться, и будут появляться все новые и новые возможности, варианты для реализации этого духовного потенциала. С нашей точки зрения, это и есть настоящее подлинное счастье, когда человек находит себя, находит своего человека, будем говорить, свою родную душу, кто бы он ни был, когда он находит свой духовный потенциал, свои внутренние сокровища, и когда он все это может реализовать в жизни. С нашей точки зрения, ничего большего просто, наверное, невозможно придумать. Это и есть подлинное настоящее счастье, которое вы можете обрести на пути родных душ, на своем родном пути. Да будет так. Да будет так.